Почти 2 десятилетия зеленые ботинки оставались одной из самых мрачных достопримечательностей на пути к вершине Эвереста. Это не памятник, не символ и не инсталляция. Это тело человека, погибшего во время восхождения. Каждый альпинист, поднимавшийся по северному склону горы, проходил мимо этого замерзшего тела, лежавшего в естественной позе у скалы. Со временем зеленые ботинки стали, пожалуй, самым известным покойником на Эвересте. Человек, которому они принадлежали, был одним из 8 альпинистов, чьи жизни оборвала снежная буря в мае 1997 года. И его история далеко не единственная. На Эвересте лежат сотни тел, просто большинство из них не приобрели печальной известности. Гора усеяна останками тех, кто пытался покорить ее, и никто не торопится убирать их, потому что сделать это почти невозможно. И да, речь идет не о событиях прошлого, а о сегодняшнем дне. Если человек погибнет на Эвересте, почти наверняка его тело останется там навсегда. В октябре 1981 года немецкая альпинистка Хельга Вайс поднималась на вершину Эвереста по южному маршруту. На обратном пути, приблизительно на высоте 8350 метров, она присела отдохнуть, попросила у проводника воды и умерла. Хельга стала 4-й женщиной, достигшей вершины Эвереста, но ее тело осталось на горе. Долгие годы любой, кто поднимался по тому же пути, видел ее сидящей, прислоненной к рюкзаку, с открытыми глазами и волосами, колышущимися на ветру. Это зрелище вызывало ужас и тревогу. В последующие годы не раз предпринимались попытки спустить ее тело вниз. Первую такую миссию предприняли непальский инспектор полиции Бимал Тхапа и его проводник Намгьял Дордже. Оба были опытными альпинистами, но их попытка закончилась трагедией. 22 октября 1985 года они погибли, не справившись с непогодой и перегрузкой. После этого долгое время никто не решался повторить их путь. Прошло 20 лет, прежде чем ветер и лавины сдвинули останки Хельги, и место ее гибели стало безлюдным. На сегодняшний день известно более 340 случаев гибели людей, пытавшихся достичь вершины Эвереста или вернуться с нее. И это лишь подтвержденные данные. Никто не знает, сколько тел скрыто под снегом или в расщелинах. В силу этических норм тела не показывают на фото и в документальных фильмах, но все, кто был на горе, знают, они там, повсюду. Каждый год, кроме редких исключений, Эверест забирает новые жизни. Только 2 года за всю историю наблюдений обошлись без смертей. 1978, когда вершины достигли лишь 2, и 2020, когда восхождения были приостановлены из-за пандемии. До конца 90-х годов на каждых 4 поднявшихся приходился 1 погибший. В сезоне 1997 года уже каждый 7-й. Первые известные смерти на Эвересте относятся к 1922 году, когда во время британской разведывательной экспедиции 2 мужчин погибли еще по пути к горе. Один из них остался безымянным носильщиком, второй — исследователь Джордж Калверт. Уже через год лавина погубила 7 шерпов. Так началась долгая история смертей на самой высокой точке Земли. Никто не может точно сказать, сколько тел находится на Эвересте сегодня. В 2015 году исследование показало, что их не меньше 200, а, вероятно, и больше. Эверест, несмотря на мрачную статистику, не является самой смертоносной горой в мире. Просто на нее поднимаются слишком многие. Это символ, цель и мечта для тысяч альпинистов. Отсюда и число трагедий. Основных причин гибели несколько. Чаще всего лавины.
Они унесли жизни как минимум 77 человек. На втором месте — падение, около 70 случаев. На третьем — высотная болезнь, ставшая причиной смерти по меньшей мере 36 альпинистов. Все потому, что человеческое тело не приспособлено к длительному пребыванию в условиях разреженного воздуха. Гипоксия, кислородное голодание, разрушает организм, снижает способность мыслить, приводит к спутанности сознания и потере контроля над собой. В таких условиях человек может просто сесть, уснуть и уже не проснуться. Потеря сознания на высоте более 8000 метров почти всегда означает смерть. Однако, несмотря на всю опасность, Эверест не возглавляет список самых смертоносных вершин. Это звание принадлежит Аннапурне I в Гималаях, Била. Ее высота — 8091 метр, но уровень смертности там достигает 33%. То есть каждый третий, кто пытается подняться, не возвращается. Следом идут К2 и Нанга-Парбат. Аннапурна сложна сама по себе. Ледовые обвалы, сираки, отвесные гребни, лавины и постоянные перепады погоды делают восхождение на нее одним из самых опасных на планете. Но вернемся к Эвересту. Горе, которое ежегодно притягивает и губит десятки людей. Почему тела погибших не убирают? Первая и главная причина — добраться до них почти невозможно. Большинство смертей происходят в зоне выше 7900 метров, известной как «зона смерти». Некоторые тела лежат открыто, другие спрятаны под многометровыми слоями снега, а часть — на дне глубоких трещин, куда сорвались альпинисты. Иногда тела просто исчезают, сметенные ветром. Кроме того, есть лишь короткое окно — около 2 недель в году, когда восхождения возможны. В остальное время ветер достигает 100 км в час, и попытка подняться или спуститься превращается в самоубийство. Вторая проблема — стоимость. Спустить тело с высоты 8000 метров стоит десятки тысяч долларов. Не каждый родственник погибшего способен оплатить такую сумму. Чтобы доставить одно тело вниз, требуется команда из 10-12 человек, каждому из которых нужен кислород. Один баллон стоит около $400, и только на них уходит 20 тысяч. Частные компании редко соглашаются на такие миссии. Риск слишком велик. Но находятся люди, готовые взяться за это. В 2024 году стоимость возвращения тела с Эвереста составляла от 75 до 80 тысяч долларов. Каждый альпинист обязан иметь страховку, покрывающую спасательные операции и эвакуацию тела, но это правило не всегда строго соблюдается. Даже при наличии денег и разрешений физически доставить тело вниз почти невозможно. На такой высоте человек едва способен нести больше 25 килограммов, а замерзшее тело вместе со льдом весит до 150. Вот почему для одного спуска требуется 8-9 спасателей. Сжечь тела невозможно, на горе нет топлива. Но в последние годы ситуация начала меняться. В 2019 году правительство Непала инициировало первую масштабную кампанию по очистке Эвереста. В ее рамках команды спасателей и военных занимались не только сбором мусора, оставленного альпинистами, но и спуском тел погибших. В ходе этой миссии удалось вернуть 4 неопознанных тела, а через 5 лет, в 2024 году, еще 5. Работа продвигается медленно, потому что тел сотни, а каждая операция требует колоссальных усилий. К тому же изменения климата лишь усугубляют ситуацию. Таяние льда и снега постепенно обнажает тела, которые десятилетиями оставались замороженными. На поверхности начинают появляться останки тех, кто погиб десятки лет назад. Их извлечение
Задача не только физически тяжелая, но и психологически изнуряющая. Люди, участвующие в подобных операциях, нередко страдают от головной боли, кашля, рвоты и симптомов высотной болезни. Однако, несмотря на опасность, тела все же спускают. В 2024 году непальские военные выделили по 5 миллионов рупий, что составляет примерно $38 тысяч, за каждое тело, возвращенное с горы. Это гораздо меньше, чем просят частные компании. Но для местных жителей, принимающих участие в операциях, такие суммы все же значительны. Процесс спасения начинается с обнаружения тела. Иногда на это уходят недели. Тело может быть скрыто под толщей льда, и чтобы освободить его, альпинисты часами работают ледорубами, а порой используют горячую воду. Чем больше льда, тем тяжелее задача. Известен случай, когда на извлечение одного замерзшего тела, погребенного по грудь, ушло 11 часов непрерывной работы на морозе и ветру. Но извлечь тело — только начало. Его нужно упаковать в мешок, уложить на пластиковые сани и спустить вниз, волоча по обледенелому склону. Иногда спуск занимает сутки без перерыва. Одна из последних операций, проведенная в 2024 году, заняла 24 часа, чтобы доставить тело альпиниста из Чехии всего на 3,5 километра ниже, и еще 13 часов, чтобы добраться до следующего лагеря. После этого тела перевозят на вертолетах в Катманду, где проводится опознание и погребение. Бывает, погода не позволяет немедленно вылететь, и останки лежат по несколько дней в промежуточных пунктах, ожидая улучшения условий. Некоторые операции спасатели вынуждены проводить ночью, чтобы не мешать другим восхождениям и не создавать пробок на узких участках маршрута. Это добавляет риска, ведь даже при ярком лунном свете условия остаются крайне тяжелыми. Вопрос, почему власти решили начать убирать тела спустя почти 100 лет после первых смертей, имеет простое объяснение. Гора постепенно превращается в кладбище, и это начинает вызывать беспокойство. Для многих Эверест — место духовного значения, символ чистоты и величия природы, и вид человеческих останков разрушает этот образ. Кроме того, тела иногда оказываются на популярных маршрутах, становясь ориентиром для альпинистов, что воспринимается неуважительно к памяти погибших. С течением времени, по мере того, как снег тает, количество видимых тел растет, поэтому власти решили действовать. При этом полностью запретить восхождение никто не собирается. Эверест приносит Непалу огромные доходы, обеспечивая работой местных гидов, носильщиков, владельцев гостиниц и туристические агентства. По официальным оценкам, восхождение ежегодно приносит десятки миллионов долларов. Только разрешение на подъем стоит от 10 до 20 тысяч долларов, и без него никто не может начать экспедицию. Минимальная стоимость самого восхождения для иностранного альпиниста составляет около 50 тысяч долларов, а с дополнительными услугами — до 70 и более. В элитных турах цена может достигать 200 тысяч. Суммы огромные, но поток желающих не уменьшается. В 2023 году Непал выдал рекордное количество разрешений — 478. В том же сезоне зафиксировано рекордное число смертей, по разным данным, от 17 до 18 человек. Помимо погибших, резко возросло количество случаев обморожений и спасательных операций. Эксперты связывают это с тем, что на гору стали подниматься менее опытные альпинисты, а также с климатическими изменениями. Несмотря на то, что глобально планета теплеет, на вершине Эвереста становится холоднее, и погодные условия все чаще оказываются непредсказуемыми. В мае 2023 года сильные ветра и падение температуры сделали спуск особенно опасным, что привело к большому числу инцидентов. Тем не менее, восхождения продолжаются.
Среди тех, кто не боится возвращаться на вершину снова и снова, выделяется горный гид Тензин Лобсанг, который к 2024 году совершил свое 30-е восхождение на Эверест. Он впервые поднялся туда в 1995 году и с тех пор почти ежегодно повторяет маршрут, пропустив лишь несколько сезонов из-за лавин, землетрясений и пандемии. 30 раз побывать на вершине мира — рекорд, и Тензин не намерен останавливаться. Современные технологии тоже постепенно проникают в мир альпинизма. В июне 2024 года на Эвересте впервые провели успешную доставку грузов с помощью дронов. В ходе тестового полета беспилотник поднял 3 кислородных баллона и около 1,5 килограммов мелкого снаряжения из базового лагеря в лагерь выше, а затем вернулся с отходами. Это событие стало прорывом. Ранее считалось, что в условиях разреженного воздуха дроны не смогут работать на таких высотах. Теперь специалисты надеются, что в будущем подобные аппараты смогут выполнять и более сложные задачи, включая эвакуацию тел с участков, куда человеку добраться невозможно. Это пока только перспектива, но она дает надежду, что однажды Эверест перестанет быть местом вечного покоя для погибших. Однако, кроме тел и мусора, на Эвересте существует еще одна, менее известная, но не менее тревожная проблема — отходы жизнедеятельности альпинистов. Из-за большого количества восходителей и сложных условий хранения на склонах горы, особенно между лагерями 1 и 4, накопились тонны человеческих экскрементов. В условиях высокогорья они практически не разлагаются и годами остаются на месте, распространяя неприятный запах и загрязняя окружающую среду. Местные власти ввели новые правила. Каждый альпинист обязан приобрести в базовом лагере специальные герметичные пакеты для сбора отходов и вернуть их после экспедиции. Сотрудники проверяют наличие использованных пакетов, чтобы убедиться, что турист не оставил следов на маршруте. Эта мера кажется необычной, но иначе вершина мира рискует превратиться не только в кладбище, но и в свалку. Несмотря на ужасающие факты, Эверест по-прежнему остается целью тысяч людей со всего мира. Каждую весну сюда прибывают альпинисты, движимые мечтой подняться на крышу планеты. Для одних это личное достижение, для других — способ доказать себе, что предел человеческих возможностей можно преодолеть. И все же гора не прощает ошибок. Даже те, кто тщательно готовится, проходят акклиматизацию и используют современное оборудование, рискуют жизнью. Эверест не делает различий между опытными профессионалами и новичками. Здесь все решают секунды, погода и удача. Одно неверное движение, порыв ветра или сбой кислородного оборудования, и вершина превращается в место гибели. При этом запретить восхождение никто не собирается. Причина проста. Эверест — это экономика. Для Непала гора стала источником стабильного дохода и международного интереса. Разрешение на восхождение, услуги гидов, аренда оборудования, транспорт и проживание приносят миллионы долларов ежегодно. Без этих средств тысячи людей, живущих у подножия, лишились бы работы. Кроме того, существует и культурный аспект. Для многих местных жителей Эверест — аж священная гора, место, где обитают божества, и запретить доступ туда означало бы вмешаться в традицию. Альпинисты, которые идут на вершину, нередко воспринимают восхождение как паломничество, путь очищения. Даже осознавая риск, они продолжают возвращаться, ведь Эверест — это символ. Символ человеческого упрямства, стремления к невозможному и готовности платить за мечту любой ценой. Однако цена этой мечты слишком высока. На высоте, где кислорода в 3 раза меньше, чем у подножия, человек постепенно теряет контроль над телом и сознанием.
И все же люди продолжают подниматься, видя в этом не только испытание, но и смысл. Каждый год Эверест напоминает о себе лавинами, морозом и безмолвием. Он остается самым узнаваемым местом на Земле, где жизнь и смерть существуют бок о бок. Спасатели продолжают искать тела, альпинисты готовятся к новым восхождениям, а ветер разносит по склонам обрывки палаток и следы тех, кто уже не вернулся. Иногда кажется, что гора сама выбирает, кого пустить к вершине, а кого оставить навсегда. Даже спустя 100 лет после первых экспедиций Эверест остается загадкой — холодной, прекрасной и безжалостной. Люди все так же будут приходить сюда, чтобы испытать себя, несмотря на все предупреждения, несмотря на сотни погибших, несмотря на зеленые ботинки, которые до сих пор лежат у скалы, напоминание о цене, которую требует высота. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.